Она словно летит по волнам. Легкая, быстроходная, податливая. Благодаря ей можно проявить свои лучшие качества. Почувствовать себя частью команды, в которой каждый незаменим. И неважно, в какой части света ветер раздувает ее паруса и на каком языке говорят гребцы. Тех, кто хорошо чувствует ее, она понимает и слушается. Ведь это идеальная лодка. Что отличает идеальный экипаж? В такой парусно-гребной шлюпке, как «Гичка», он должен действовать как одно целое, ведь эта лодка требует первоклассной командной работы. Именно на «Гичках» один раз в 2 года проходят международные соревнования Atlantic Challenge International. Это уникальный международный проект, в рамках которого молодежь по всему миру самостоятельно строит деревянные 12-метровые капитанские гички Бантри Бэй, копии старинной французской лодки XVIII века, которая находится в Национальном морском музее в Дублине. В мире уже порядка 80 таких лодок. Команды ходят на них в море, участвуют в фестивалях и гонках. На этот раз соревнования проводятся в старинном городе Роскиле в Дании. Впервые в истории Atlantic Challenge Россию представляют сразу 2 национальные команды – Atlantic Challenge Россия на гичке Динité и команда «Штандарт» на гичке «Нати». Им предстоит сразиться как между собой, так и с 12 командами из разных стран мира. В предыдущей серии обе команды готовятся к поездке в Данию. По условиям соревнований половину экипажа должны составлять участники от 15 до 22 лет. Новички в команде проекта «Штандарт» вовсю осваиваются. Весло я еще ни разу не держала, ну только вот когда-то давно, в детстве, там, на лодочках. А сейчас пока что еще вот настоящие гички еще пока ни разу. На гичке «Нати» идут последние приготовления перед ее спуском на воду. Сергей Алфеевич, главный инструктор верфи, в этой лодке уверен на все 100. Во-первых, она построена из лестницы, сделана с любовью, руками волонтеров. А команда Atlantic Challenge Россия тем временем строит новую капитанскую гичку. Уже готовы остов, готовы несущие балки, киль, штевни, ницы. Под присмотром Михаила Плеханова, профессионального судостроителя, основателя и президента Atlantic Challenge Россия. На верфи исторического судостроения команда Atlantic Challenge Россия продолжает строить гичку. Мастерская расположена рядом с гигантским ангаром, где достоверно воссоздают символ Петровского флота – линейный корабль «Полтава», названный так в честь места, где прошло решающее сражение Северной войны, закончившееся уничтожением шведской королевской армии. Мы сейчас на главной палубе корабля «Полтава». Корабль крупный, 40 метров по палубе, и на его строительство уйдет порядка 3000 стволов дубов. Представьте, 3000 стволов дубов – это огромный лес, и порядка 2000 стволов лиственницы для обшивки и палуб. Михаил, основатель российской команды Atlantic Challenge, является еще и главным строителем линкора «Полтава». Это лиственничные стволы. Длина их 12 метров, и длина эта определена тем, что из этого мы делаем обшивку, прежде всего для корабля «Полтава» и для мелких лодок, в том числе для гички, которая строится в соседнем ангаре. Значит, почему именно лиственница? Лиственница хороший, очень хороший, качественный материал. Она растет длинная, прямая, стройная, с небольшим количеством сучков, и сучки не выпадающие. То есть обшивка получается просто замечательная. В европейской части страны такой лиственницы не растет, ее не найти, она гораздо более рыхлая, поэтому Сибирь. Для строительства используют и дубовые бревна.
Таким деревьям под 200 лет, и среди них трудно найти идеальные. Это дубовый кряж. Значит, цель его, конечно же, попасть в корабль «Полтава». Вот. И как видите, он при помощи пилорамы из бревна, из круглого, он сделан квадратным. Что это позволяет? Это позволяет осмотреть каждую из сторон и решить, это бревно годится в строительство или не годится. И, значит, по возрасту это бревно где-то порядка 250 лет, то есть где-то примерно 1812, вот этот район этого года. Вот. Ну и здесь вот мы можем что смотреть, что вот по торцу он огромный торец, огромный ствол, прекрасное дерево. Ну, видите, морозобоина, гниль, и как минимум метр этого бревна уже нам придется отпилить, открежевать и, скорее всего, выбросить. Может быть, сделать какие-нибудь мелкие детали. Линейный корабль «Полтава» вооружался 54 пушками. 18-фунтовых было 22, они стояли главные на орудийной палубе, на главной палубе. Вот. Было также 22 12-фунтовых пушки и 8 пушек поменьше 6-фунтовых. Значит, главное назначение корабля линейного – это нести на себе артиллерию. Это, собственно говоря, артиллерийская платформа. Тем временем команда проекта «Штандарт» готова к самому главному для них весеннему событию – спуску лодки на воду. Сезон начинать пока рановато, но первый шаг сделан. Осторожно, держим, и тележка пошла. Ноги бережем! Внимание, там колеса. Тихонечку опускаем лодку, руки с киля убираем. И нужно попасть в лодку чуть к ангару, чуть да, от ангара, чуть. Ага, вниз ставим. Потихонечку в корму подаем. Руководит процессом Александр Иванов, рулевой инструктор, неоднократный участник международных соревнований в составе команды «Atlantic Challenge Россия». Я пришел в 2009 году на регату Tallship Races в Санкт-Петербурге и записался в участники, прошел курс молодого бойца, выбрал в качестве судна, на котором пойду в регату «Штандарт». Ходил также, шкурил, красил, стоял на вахте. Когда фрегат стоял в Петербурге, постоянно жизнь кипела. В самом корабле также обучался морскому делу. Сейчас остался новичком. Потихонечку поехали в корму. Залезаем еще в команде. Рассаживаемся по баночкам. Саша тот человек, с которым я, под руководством которым я готова поехать на такое соревнование, на которое мы собрались. Да, он лидер, и я полностью доверяю. Правые весла. Путь для гребцов и рулевого недолгий. На лодке им необходимо перейти всего лишь к месту водной стоянки – сотни метров. Но сухим из воды, точнее из найти, выйти, очевидно, не удастся. Лодка дала течь. Через какое место она вот это все сделала, а? Что-то мне как-то неспокойно. Чего ты? Через все места. Потому что совсем высохло. Но от воды решили не избавляться. Наоборот, гичку необходимо хорошенько подтопить. Лодка впитает воду, доски разбухнут и щели исчезнут. Чтобы они исчезли не только под водой, но и выше в ватерлинии, нужно продолжить процесс. Чуть больше месяца до международных соревнований. Обе лодки в порядке. Команды отправились на трехдневные сборы на Финский залив, в акваторию яхт-клуба Санкт-Петербурга. Atlantic Challenge Россия на лодке «Динité» и команда проекта «Штандарт» на «Нати» впервые в этом сезоне могут помериться силой. Сейчас на сборах две российских команды. Эти команды давно дружат. Для нас в чем-то является примером эта команда, потому что мы поедем
первый раз, они уже ездят с 94 года. Даже на обычном каком-то прогулочном выходе 2 лодки рядом — это всегда соревнование. И иметь такого сильного соперника рядом на тренировках всегда здорово. Во время тренировочных сборов команды стараются подстроиться друг под друга, чтобы на сборах могли присутствовать все. Важно ощущение плеча друга рядом, который поймет и без слов, и иногда даже почувствует, что нужно что-то помочь, когда еще сам даже не осознаешь, и тебя подхватывают, где-то там помогают, подхватывают веревки или что-то выдают. Да, это очень помогает. Паруса ловит ветер, а гребцы методично гребут. Важно, чтобы весла погружались в воду и выходили из нее одновременно, чтобы тяжелая лодка с 13 членами экипажа изящно и плавно летела вперед. У каждого члена команды свое место, причем на противоположном борту от лопасти своего весла. Это распашная гребля, позволяющая даже хрупким девушкам орудовать 5-метровым веслом. В процессе сборов гички находятся на воде по 8-9 часов в день, в дождь и ветер. Но такая погода даже на руку. Это возможность в боевых условиях проверить и лодку, и команду. После нескольких часов работы веслами аппетит есть всегда. Многие предпочитают принимать пищу прямо в лодке. Рулевым обеих команд всегда есть что обсудить. В такие минуты они совсем не выглядят соперниками. Чтобы не терять ценное время, предназначенное для тренировок, рулевые матросы ночуют здесь же в порту, в пришвартованных яхтах, которые на это время им предоставили хозяева. Вечерами гребцы изучают мануал, в котором указаны все правила и условия предстоящих соревнований Atlantic Challenge. Если погода совсем уж испортится, выполняют задания по навигации и такелажу. Но как только появляется возможность, начинаются тренировки на воде. Смотрите в следующей серии. Собирайся на поляночке! За одну минуту начнется зарядочка! Команды отправляются на 10-дневные сборы на форт Тотлебен. Что у вас на завтрак будет? Овсяная каша, изюм, яблоки. Жизнь на острове в Финском заливе походная. При этом все сосредоточены только на тренировках.